Язык. Он появился очень давно. Языку, в принципе, столько же лет, как и самому человеку. Всем привет! Те, кто нас смотрит впервые, меня зовут Ростислав Антон. Я историк, языковед и теолог. Чтобы долго об этом не рассказывать, давайте продолжим к делу. О чем будем сегодня говорить? Сегодня хочу поделиться с вами своими размышлениями по поводу языка. Язык как явление, что на самом деле подразумевает? Что это значит? Я в своей докторской диссертации занимаюсь прежде всего образованием и восприятием общеславянской идентичности и что она из себя представляла в Средневековье. И очень часто среди своих научных оппонентов встречаюсь с мнением, что язык — это просто только орудие, что язык не является ничем особенным, что он нам о народе на самом деле очень мало чего говорит, что на самом деле совсем не важно, что два разных народа, допустим, говорят на очень схожих языках, что это ничего не значит, потому что эти языки все-таки это просто орудие, инструмент. Можно говорить на португальском, можно на русском, можно на польском, и что это не играет никакой роли. Но это прежде всего говорят коллеги-историки, которые занимаются исключительно историей, которые не уделяют внимания другим дисциплинам. И несмотря на то, что современная славистика, как наука, славяноведение, требует мультидисциплинарного подхода, а это значит, оно требует посмотреть на славян из разных точек зрения, из исторической, из сравнительно-языковедческой, из этнологической, археологической, популяционно-генетической и многих других. Несмотря на все это, многие ученые все-таки остаются в рамках своей науки, что, с одной стороны, можно хорошо понять, потому что, естественно, если кто-то говорит вне своей науки, не зная очень хорошо методологии других наук, может быстро заблудиться и быстро может встретиться с тем, что уже будет лженаучно. Значит, насчет языка и славян довольно часто встречаюсь с мнением, что у славян общий только язык. У нас, кстати, был уже выпуск на похожую тему, вы можете посмотреть на него вот тут. Но я в сегодняшнем выпуске буду делиться прежде всего своими размышлениями и своим мнением. Конечно, это не просто какие-то свободные думания о чем-то в таком плане, что я просто с нуля это все беру. Естественно, все, что я знаю, все, о чем думаю, за все это я должен поблагодарить тем экспертам, чьи труды я читал, чьи статьи я читал, книги и тому подобное. И что касается славянского языка, значит, очень часто слышу, что, да, там, поляков и хорватов ничего другого не связывает, кроме как то, что у них один общий язык. Точнее, одна общая группа языков. Точнее, оба этих языка принадлежат одной и той же группе языков, славянской языковой группе. И особенно актуальны такие разговоры тогда, когда одни славяне воюют друг с другом, как сейчас это между Россией и Украиной, тогда обычно сильно, резко увеличиваются всякие разговоры про то, кто славянином является, а кто славянином не является, и в том числе это касается и всяких разговоров о языке. Многие хотят друг другу отказать в славянстве, или же сказать просто точно так же, что язык — это только орудие, которым мы пользуемся, и славянские языки — это просто одна и та же языковая группа. Но эти люди как будто не задают себя вопросом, от чего же эти языки все такие похожие, славянские языки? Могут ли языки случайно быть похожими? Допустим, кто-то родился в какой-нибудь восточной Словакии, а кто-то другой родился в далеком Китае. И у них вот как-то случайно язык таким похожим образом образовался, что они оба говорят на одном или на похожем языке. Может ли быть такое? Логически. Из известной истории человечества и из известной истории языков такого мы не знаем. Да, есть некоторые моменты, которые могут развиться независимо и случайно потом звучать похоже. Это, например, это опять же пример, который я говорю из книг, я его лично не знаю, но нам часто говорили про пример, как в японском языке
Дебу может обозначать человека толстого. С другой стороны, и в славянском говоре города, столицы Любляны, вы можете услышать слово «дебу», которое обозначает «толстый». Дебил — такое литературное слово. Дебу — это диалектное или даже слово из люблянского говора или говора центра Словении. Да, бывают такие общие образования, но то, чтобы вся фонетика была похожая или в некоторых случаях даже одинаковая, и вся морфология, словообразование, синтаксис, чтобы он образовался таким похожим способом, но это крайне маловероятно. Как говорю, мы такого примера не знаем. Да, и потом часто могу услышать такие примеры, как, допустим, посмотрите, на английском языке говорит очень-очень много людей. То есть на нем говорят на Ямайке какой-нибудь, в Австралии, в США, в Канаде и в разных других странах еще. И что не так с этим аргументом, это то, что все-таки у великобританцев была колониальная империя. И эта колониальная империя уже существовала во времена, так сказать, ранней современной цивилизации, когда уже и школы существовали, существовала такая система, которой было подвержено большинство людей. И таким образом, естественно, какая-то популяция, какой-то народ может перейти из своего языка на английский язык. Или же даже может произойти какое-то языковое смешение, как это, например, с языком Ямайки. И потом образуются языки, это два разных уровня, очень похожего по сути явления, креольские или пиджин языки. Это когда смешиваются элементы одного языка с элементами другого языка и образуют что-то свое отдельное. Ну вот, например, на этом ямайканском английском, я сейчас забыл моментально, как он точно называется, этот язык, но там синтаксис работает по-другому, чем в английском языке, также и словообразование немножко по-другому, да. Поэтому очень известная песня певца Боба Марли «No Woman, No Cry» обычно может людьми восприниматься как «нет женщины, нет плача». А если воспринимать это с точки зрения ямайкского, в общем, английского языка Ямайки, no woman, no cry, это значит нет женщина, не плачь. Вот видите, такой оттенок значения. В общем, это такое смешение языков. Что касается славянских языков, современных, литературных, за чем-то таким не наблюдается. Однако исторически существовали такие смешанные языки славянских с неславянскими. Например, на русском севере существовал язык русинорск, язык, который смешивал элементы русского и норвегского языков. И этим языком пользовались в основном северные рыбаки. Там как были предложения «моя по-твоя», то есть говорю по-твоему, говорю по-нашему. Смешивались, в общем, элементы одного и другого языка. Но мы такое не наблюдаем, например, в русском языке или в хорватском, в сербском, в польском. Нет такого смешения. Да, есть слова, заимствованные из других языков, но нет заимствованных систем, допустим, да. В общем, к чему я веду? Если мы объясняем распространение славянских языков аналогичным образом, как распространился язык английский, тогда мы должны предположить, что в какие-то давние исторические или предысторические времена существовала какая-то славянская империя, которая успешно насадила свой язык многим народам Центральной и Восточной Европы, в которой существовали школы, система образования. Но из всей известной истории славянской, там, от VI века до сих пор, а может даже с нулевого года до 21 столетия, в принципе, такого не было. Не существовало какого-то общеславянского царства, которое покрывало бы всю Восточную и Центральную Европу, у которой была бы высокая система образования, которую бы все проходили, и все бы этот язык усвоили, и вот просто таким образом бы распространились все славянские языки. Значит, дело тут в чем-то другом. Когда мы из всех славянских языков реконструируем праславянский язык, то есть язык-мать всех славянских языков, он с точки зрения фонетики удивительно однообразен. То есть нет практически никакой разницы. То есть не практически, а нет никакой разницы праславянского языка на юге, возле греческой границы, на севере, возле границы с финно-уграми, или на западе, на границе с германскими всякими народами. В общем, да, этого нет. Другое дело лексика. Лексика, скорее всего, различалась,
на всей прославянской территории немножко, да. Основная лексика все-таки была одна и та же, с того, что можем, по крайней мере, реконструировать. Ну, какая-то культурно-специфическая могла отличаться. Конечно, это и можно легко понять, потому что каждое пространство, которое населяли славяне, чем-то отличалось от другого пространства. Ну, и это понятно. А также везде были другие соседи, и везде в славянском мире влияния приходили из других частей. Значит, мы уже сказали, что не существовала славянская империя, которая бы в доисторические времена насадила славянские языки по всей Европе. То, что я понимаю, когда сегодня говорят о том, что нас, славян, не связывает ничего другого, кроме как язык, тогда, в общем, это можно с одной стороны понять как что-то эмоциональное. Когда два разных славянина воюют, тогда они пытаются показать себе и другим, что они максимально разные, что они никогда не были ничем общим, и что вообще их языки совершенно другие, а по возможности, что вот эти другие славяне совсем не славяне, а они там марсиане, или, не знаю, из Венеры, или из Юпитера, или с какой-нибудь еще планеты, по возможности из другой галактики, с другого существования и так далее. В общем, отрицание всего по полной. Но это просто сугубо реакция эмоциональная, которая к действительности не имеет абсолютно никакого отношения. Ну и как тогда объяснить это сходство славянских языков? Из-за этой однообразности, которую у нас получается реконструировать, кажется, что первобытное население, которое носило славянский этноним, оно должно было жить на относительно маленькой территории. А это потому, что когда какой-то народ живет на большой территории, без какой-то системы политической, государственно-политической, однообразность языка будет очень тяжело сохраняться. Ну а когда это относительно маленькая территория, где люди более-менее в контакте друг с другом постоянно, тогда и язык будет более однообразный. И таких примеров на самом деле в мире куча. Но другой вопрос, где могла быть эта территория, где жили эти предки славян или праславяне, если хотите, что у них язык был достаточно однообразен. По состоянию науки на сегодняшний день кажется, что это действительно территория Среднего Поднепровья, поречья Припяти, Десны в России. И вот эта территория, это треугольник: Россия, Украина, Беларусь. И это место относительно ровное. Единственные границы, которые, по сути, существуют между людьми, живущими там, это всякие речки и озера. Высоких гор там нет, а это большой плюс для сохранения однообразности какого-то языка. И именно на этой территории, которая обычно в научной литературе описывается как относительно маленькая, именно эта территория лучше всего подходит для территории изначального образования праславянского языка. И что мы до сих пор видим? Что этот праславянский язык, скорее всего, выделился из прабалтославянского, но тут я бы хотел немножко отговориться, потому что сегодня очень часто или очень многие представляют это так, что был какой-то прабалтославянский язык, или еще лучше прабалтийский, от которого откололся праславянский язык. И, в общем, это понимается простым народом как то, что балтийские языки — это родители славянским языкам. Но это не совсем так, потому что прабалтославянский язык или континуум языков, он отличался как от славянских языков, также он отличался и от тех балтийских языков, которые мы знаем сейчас. Поэтому не стоит совсем знак равенства тут ставить. И одна из теорий предполагает, что праславянский язык первоначально образовался в рамках зарубинецкой археологической культуры, которая длилась примерно с 3 по 1 век до Рождества Христова. Ну, потом, конечно, поздняя фаза наступает, когда часть зарубинецкой культуры преобразовывается в киевскую археологическую культуру. Зарубинецкой сначала к этим славянам переселились венеды. Венеды не славяне, венеды, которые потом известны из источников, а венеды, которые являются одним из европейских народов, которые жили между славянами и германцами. И в археологических находках зафиксирована действительно какая-то миграция людей с запада, грубо говоря, с территории современной Польши. И именно оттуда какая-то группа венедов мигрировала к зарубинцам, точнее, к носителям милоградской культуры, которая предшествует зарубинецкой культуре на территории современной Беларуси, и что эти
условные прабалтославяне были немножко венедизированы на этом уровне, а потом позже еще приняли влияние иранского мира. И в этом котле зарубинецкой археологической культуры обособились уже свои диалекты, которые в конечном итоге потом стали праславянским языком, из которого развились все современные существующие славянские языки. И это другое объяснение. Значит, если мы говорили, что какую-то славянскую империю, высокоразвитую, с высокоразвитой образовательной системой, централизацией и так далее, если мы сказали, что это маловероятно или прям откровенно невероятно, чтобы что-то такое существовало, нет никаких источников, никаких доказательств этому, тогда мы должны предположить, что все-таки сходство славянских языков является последствием чего-то более естественного. А еще что тут стоит сказать, что язык — это не просто орудие, это не просто инструмент, потому что язык — это такое средство, которое делает для человека возможным перенести свой внутренний мир, свои мысли, систему размышлений, религиозную систему, юридическую систему. В общем, все свои мысли, все, что человек как душа есть, это можно перенести с помощью языка в первую очередь. Да? Язык можно определить как любую систему каких-то знаков или символов. Это может быть голос, это могут быть даже какие-то рисунки, которые передают какую-то информацию другим людям или другим существам. Да? То есть это такая система внутренняя. И да, то есть язык как такой не является просто орудием, а это самая соль общества, то, что общество и делает каким-то обществом. То есть это группа людей, которые понимают друг друга, понимают культурные коды друг друга. Это не значит, конечно, что люди в рамках этой группы никогда не ссорятся, и что у них вечное единение и так далее. Совсем не значит это. Все люди склонны к тому, чтобы ссориться. Всех нас искушает что-то плохое, но также у каждого из нас есть возможность быть лучше. Да. И таким образом мы получаем картину, что славянские языки действительно развились все в одном месте, и что факт, что этот язык распространился, на самом деле это благодаря тому, что праславянское общество распалось. Может быть, это как-то связано и с падением зарубинецкой культуры. Там многие археологи видят такой распад, иммиграцию носителей зарубинецкой культуры во все стороны. На юг, на запад. То есть что-то произошло у этих зарубинцев, что их расселило на все стороны. Некоторые археологи предполагают, что речь шла о какой-то атмосферической катастрофе. О чем-то, что заставило людей разъехаться в разные стороны и искать новые пастбища, новые поля. Тут уже потом образуется киевская культура изначально, и потом уже известные славянские археологические культуры: пражская, колочинская, пенковская, и другие варианты, Суково-Дидžica и остальные. И это очень хорошо сочетается и уже с историческими источниками, которые фиксируют славян на многих местах Восточной и Центрально-Восточной Европы. И на момент расселения этот язык, конечно, еще был очень однообразен, даже так однообразен до IX века, что святые братья Кирилл и Мефодий могли на основе салунского диалекта праславянского языка построить первый славянский литературный язык, старославянский, и его понимали люди в Великоморавии, на Руси его понимали, среди южных славян понимали. В общем, такие маленькие разницы были. Уже история славянских языков — это история дальнейшего развития, упрощения славянской фонетической, синтактической и грамматической системы. В образовании их литературных языков или вообще в образовании их языков участвовали также носители других языков. Например, сильные были влияния, особенно синтактические, из греческого языка, из латыни, и в некоторой степени и из германских языков, и также из тюркских языков. В общем, все это как-то повлияло на образование языков. На этом сегодня все. Если вам понравилось, я не слишком тут болтал, ставьте пальцы вверх, поддержите нас на Патреоне, или тут, или на Бусти. Все ссылки будут в описании. Всем спасибо, оставайтесь хорошо. Пока-пока.